안녕하세요. Сегодня разберем одну из самых важных грамматик для описания – «ын». Она поможет вам красиво и грамотно описывать существительные, например, одежду, людей, еду и многое другое. Добавляется она к прилагательному, чтобы описать существительное, которое идет после. Получается, сначала пишем прилагательное, потом добавляем конструкцию «ын», и уже потом наше существительное. Выбор формы конструкции зависит от того, заканчивается наше прилагательное на подчим или нет. Если наше прилагательное заканчивается на подчим, мы приписываем «ын». В случае же, если наше прилагательное не заканчивается на подчим, мы записываем «нин» в подчим последнего слога прилагательного. Вот несколько примеров. Чакта. Маленький. В нем есть подчим, как мы видим. Получается, что мы должны к корню нашего прилагательного добавить «ын». И получается «чагын». А вот слово «епыда» не имеет подчим. Значит, мы должны к корню нашего прилагательного, точнее в подчим последнего слога, записать букву «нин». И получается «епын». А теперь давайте воспользуемся этой конструкцией в предложении. Вот наше предложение. 커피숍에서 커피를 마셨어요. Выпил кофе в кофейне. Но здесь не говорится, какое кофе. Если мы хотим передать больше информации, мы должны записать, какое у нас кофе до него. Мы выпили горячее кофе. Это 따뜻하다. 따뜻하다 переводится теплый, но с кофе оно означает горячий. В нем нет подчим. Значит, мы должны к корню нашего прилагательного, а точнее в подчим последнего слога записать «нин». Получается 따뜻한 커피. Сначала прилагательное, потом конструкция и наше существительное. Полностью предложение получится 커피숍에서 따뜻한 커피를 마셨어요. Выпил горячий кофе в кофейне. А вот еще одно предложение. 수박을 샀어요. Купил арбуз. Но здесь нет информации, какой арбуз. Если мы хотим сделать предложение более информативным, добавляем какой арбуз до него. Например, мы купили маленький арбуз. В этом слове есть подчим. Значит, мы к корню добавляем «ын». Получается «작은 수박». Сначала идет прилагательное, к нему приписывается конструкция «ын» и наше существительное. Полностью предложение получается «작은 수박을 샀어요». Купил маленький арбуз. А вот несколько слов исключений при использовании этой конструкции. При виде таких слов, которые заканчиваются на «ита» или же «опта», вы сразу подумайте, что так как есть подчим, мы должны добавить «ын». Но это не так. Слова, в которых есть «ита», «опта», мы должны добавить «는». То есть не «맛있은» – это неправильно, а 맛있는 или же 재미없는. Вам нужно запомнить, что при использовании прилагательных, где есть опта или ита, нужно использовать частицу вот в таком виде, то есть 는. А теперь задание для вас. Ответьте на вопрос 어떤 음식을 좋아하세요? Какая еда вам нравится? Используя конструкцию «ын», чтобы описать 음식. Напишите свои ответы в комментариях, а я их проверю. Подписывайтесь и учитесь дальше вместе со мной. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕!